Доброго времени суток, дорогие мои! Я, Настя Ильина, рада приветствовать вас и спешу напомнить, что вы находитесь на христианском канале без привязки к определенной деноминации. Всем приятного просмотра и позитивного настроения! Настя Ильина. Молитва отчаяния. Прозвенел звонок, и ученики расселись по своим местам. Учительница в класс еще не вошла, поэтому все болтали, смеялись, пускали шуточку в сторону друг друга, кидались смятыми бумажками. Мальчики дергали девочек за косички. Однако, стоило властной Тамаре Викторовне войти в класс, и гомон стих. Ученики встали, словно по стойке смирно, а как только женщина поприветствовала их, сели на свои места. Открыв журнал, Тамара Викторовна думала недолго и вызвала к доске Чайкину, девочку, которую частенько опускала из-за ее веры в Бога. «Дашенька, ответь мне, пожалуйста, на вопрос, от кого произошел человек?» — спросила Тамара Викторовна у девочки и внимательно посмотрела на нее. Смешки начали разлетаться по классу быстро. Даша стояла около доски и смотрела на своих одноклассников. Все они знали, что девочка была из верующей семьи, и частенько посмеивались над ней, тыкали в нее пальцем и унижали, но она привыкла к такому отношению и ничуть не стеснялась своей веры. Девочка знала, что Бог рядом, что Он успокаивает ее и принимает в свои объятия каждый раз, когда она кротко реагирует на все эти шепотки. В Иисуса тоже тыкали пальцем, но, несмотря на это, Он нес свет миру. Вот и сейчас перед девочкой стоял выбор – сказать правду или то, что от нее хотят услышать. И она выбрала правду, потому что перед людьми ей ничуть не было стыдно. «Человек, он был создан по образу и подобию Божию», – ответила Даша. Богу было скучно, и он решил создать себе друга. Конечно, тогда он не подозревал, чем эта дружба обернется для него. Не думал даже, что его создание предаст его, но, несмотря на это, он не уничтожил человека, а дал ему шанс. Это история первого человека, Адама. Все мы стали его потомками, протараторила Даша. Каждое слово отлетало у нее от зубов, потому что она уже сотню раз прочла детскую Библию от корки и до корки. И она ждала, когда же ей позволят начать читать взрослую. Мама говорила, что пока дочери рановато, что в детской она получает все самое важное, но Даше все равно было интересно. Ведь в детской Библии охвачены отнюдь не все истории. А теперь подумай хорошенько и дай мне правильный ответ, Дашенька, подтолкнула учительница. Я дала вам правильный ответ. Если вы хотите, чтобы я сказала, что человек произошел от обезьяны, то так решили написать ученые. Это не та правда, которую мы должны знать. Вы попросили рассказать вам, откуда произошел человек. Он произошел из праха земного. Бог создал его по образу и подобию своему. «Выйди из класса!» – зло процедила Тамара Викторовна. Одноклассники стали громко хохотать, а Даша кивнула, стараясь подавить обиду внутри. Собрав все свои принадлежности в сумку, девочка вышла в коридор. Мама говорила ей, что верующих не все любят и принимают. Но она даже не подозревала, что люди могут быть такими жестокими. Тамара Викторовна ведь была их учительницей. Взрослая и мудрая женщина. Как она могла взять и просто выгнать из класса? Унизить перед всеми, дать понять, что за веру следует унижать. Хотелось расплакаться, но девочка сдержала эмоции. Дома она поделилась с родителями тем, что произошло на уроке биологии, и отец предложил пойти к директору, чтобы поговорить о таком неприемлемом поведении учительницы.
Но Даша попросила не делать этого. «Вы ведь сами говорили, что однажды каждому дается понять, насколько они были неправы», отрицательно помотала головой Даша. «Бог защитит меня». Девочка успокоилась, прочла свою любимую историю из Библии и легла спать. Наутро, придя в школу, Даша поняла, что поведение учительницы все-таки оставило определенный след. Одноклассники смеялись над ней и дразнили пуще прежнего. Они говорили, что даже учительница прогнала ее за то, что мелет чепуху какую-то про Бога, а Даша старалась держаться от них в стороне. Только Денис, сын Тамары Викторовны и одноклассник Даши, не смотрел ей в глаза с такой же неприязнью. Он вообще старался не смотреть на нее, а после окончания занятий подошел к девочке. «Даш, я извиниться хотел перед тобой за поведение мамы. Мне ужасно стыдно, что она так повела себя. Она не со зла, она хорошая», постарался оправдать поведение Тамары Викторовны Денис. «Я не обиделась», помотала головой девочка. «Иисуса тоже прогоняли все и не хотели верить ему. Когда-нибудь твоя мама поймет, что была не права». Денис и Даша стали больше общаться. Денису нравилось проводить время с этой девочкой. С ней было легко и непринужденно. И даже разговоры о Боге не казались ему чем-то неправильным или чуждым. Ему нравилось слушать истории о чудесах, которые происходили в жизнях верующих. Заметив, что сын стал много времени проводить с Дашей, Тамара Викторовна сильно разозлилась. Она начала унижать девочку еще сильнее, постоянно подшучивая над ее верой в Бога, а сыну строго-настрого запретила говорить с Дашей и садиться с ней за одну парту, если не хочет, чтобы его перевели в другую школу. Перевода в другую школу Денис боялся больше огня. Он видел, как относились к новичкам у них, и понимал, что такое будет в каждой школе. Не хотелось стать изгоем, в которого все будут тыкать пальцем. Среди своих одноклассников Денис был пусть и не в центре внимания, но его хотя бы не задирали. Его общение с Дашей свелось к минимуму. Девочка понимала, почему так все случилось, и не спорила. Прошло несколько месяцев. Потихонечку одноклассники подутихли, а на уроках биологии Даша старалась держаться в стороне. Она садилась за самую дальнюю парту, чтобы учительница не трогала ее. Последние пару дней Денис не приходил в школу, как и Тамара Викторовна. Даша чувствовала себя неловко. Ей хотелось позвонить на домашний телефон одноклассника и узнать, все ли в порядке. Внутри что-то пробуждало желание это сделать, словно девочку подталкивали, но она боролась с этим ощущением. А утром учительница литературы сообщила страшную новость. Пьяный водитель сбил Дениса на пешеходном переходе. И в настоящее время мальчик находился в коме. Даше сразу стало понятно, отчего она чувствовала, что должна позвонить и справиться о здоровье одноклассника. Она считала, что с ним все в порядке, что, возможно, простудился или куда-то уехал на несколько дней со своей семьей. Но теперь она ощущала вину. Возможно, ровно в эту секунду он нуждался в ней сильнее, чем в чем-либо ином. Даша не знала, как ей поступить. С одной стороны, что-то побуждало ее поехать к Тамаре Викторовне и попросить помолиться вместе с ней за здоровье Дениса. А с другой стороны, она боялась учительницу. Конечно, Даше и на секунду не пришло в голову позлорадствовать женщине и сказать, что она сама нагребла угли на свою голову. Даша была уверена в том, что сделано все неспроста, но ничем плохим закончиться не должно. Вечером Даша поделилась своими переживаниями с мамой, и та сообщила, что важно прислушиваться к духу, тому внутреннему голосу, который ведет тебя.
Если дух говорит тебе, что ты должна туда поехать, значит, так оно и есть. Тебе следует поехать и поговорить с учительницей, а я буду рядом с тобой. Если она откажется слушать тебя и прогонит, это ее дело, но ты не будешь ощущать вину за то, что не сделала того, к чему тебя побуждал дух. Даша согласилась со словами матери. Всю ночь она молилась и просила Бога, чтобы тот спас Дениса, чтобы дал ему шанс прожить достойную жизнь. Пусть в Библии говорилось, что за грехи отцов страдают их дети, Даша была готова поспорить с этим. Возможно, эти страдания и были даны Тамаре Викторовне, чтобы она пересмотрела свою жизнь. Но Денис не был виноват в ее неверии. Он ведь верил в Бога. Он с таким упоением слушал рассказы своей одноклассницы. Возможно, если бы Тамара Викторовна не запретила сыну общаться с Дашей, то ничего подобного не произошло бы. Но это не точно. Сердце женщины все равно оставалось ожесточенным. На следующий день, после обеда, Даша с мамой поехали в квартиру Тамары Викторовны, но дверь никто не открыл. Соседка сообщила, что Тамары Викторовны дома нет. В больнице она, сидит в коридорчике и ждет новости о сыне. Считает, что хотя бы так он ближе будет, и она как-то поможет своим присутствием, сказала женщина. Соседка назвала адрес больницы, и мама повезла Дашу туда. Девочка боялась идти туда, а как только вошла в здание и вдохнула в себя стойкий запах медикаментов, так вообще хотела повернуть обратно. Внутри боролись различные чувства. Даша была еще ребенком. Тамара Викторовна частенько унижала ее за веру и отказывалась принимать существование Бога. Примет ли теперь? Или озлобится еще сильнее? Ответа на этот вопрос у Даши не было, и она уже подумывала повернуть назад, уйти, но что-то толкало ноги двигаться вперед. Добравшись до нужного коридора, Даша посмотрела на маму и попросила дождаться ее. «Ты уверена, что справишься одна?» Елена сильно переживала за свою дочь. Она прекрасно понимала, каково терпеть косые взгляды и унижение от окружающих за то, кем ты являешься. И если взрослые не обращают на это никакого внимания, понимая, что осуждать могут лишь слепцы, то ребенку было куда тяжелее. «Я справлюсь, обещаю», — кивнула Даша. Елена отпустила свою дочь, но внимательно наблюдала со стороны, готовая в любой момент поспешить на помощь и защитить свою девочку. Елена стала молиться, чтобы все прошло хорошо, и Тамара Викторовна прислушалась. «Посмеяться пришла надо мной?» — спросила Тамара Викторовна и посмотрела на Дашу отрешенным взглядом. «Я долго не хотела приходить, но Бог послал меня сюда. Я молюсь за Дениса, но все в ваших руках. Тамара Викторовна, Бог есть, и Он творит чудеса. Жизнь Дениса в Его руках. Просто попросите о помощи». На глаза Даши навернулись слезы. Больно было осознавать, что жизнь Дениса зависит от решения его матери, но девочка была уверена в этом. Только мать способна повлиять на здоровье сына в этот момент. Это было испытание, которое должна была пройти Тамара Викторовна. Тамара Викторовна расплакалась и уронила лицо в ладони. Она вспомнила, как мать ударилась в религию в свое время. Тамаре тогда было лет 10. Она уже четко помнила, что мать читала различные книги и брошюры и была уверена в том, что Бог есть. Она заставляла дочь читать молитвы из книжки. Тамара вспомнила, что однажды, вернувшись из школы после тяжелого дня, села перекусить оладьями со сметанкой и чаем и забыла прочесть молитву, которую следовало читать перед едой. Мать разозлилась,
дала ей по рукам и отняла еду. В наказание она лишила дочь ужина и запретила заходить на кухню до завтрашнего дня. Женщина часто таскала Тамару на собрания, где та ничего толком не понимала, но должна была присутствовать. А в один прекрасный день мать заявилась домой и сообщила дочери, что больше не может бороться с ней. «Ты одержима и ничего не хочешь делать с этим. Мне надоело твое отношение к религии и к моим наставлениям. Если ты не хочешь принимать то, что тебе дается, то я поступлю так, как должна. Я откажусь от тебя». Тамара была в шоке. Она умоляла маму не делать этого. Обещала, что будет делать все в точности, как та скажет. Просила прощения, сама не зная за что. Но женщина оставалась непреклонной. Она сдала дочь в интернат, где Тамара росла, как и ненависть к Богу и всему, что с ним связано. Возможно, именно это стало толчком к изучению биологии. Тамара пыталась доказать все с научной точки зрения. Она не верила в то, что нельзя объяснить, и считала единственным верным лишь то, чему успели найти толкование. Матери не стало, когда Тамаре исполнилось 20, и за все это время та ни разу не пожалела, что избавилась от дочери. Если Бог учил такому, то Тамара не хотела верить в него. Поверить в существование Бога, который забрал у нее семью, Тамара попросту не могла. Она не понимала такую религию и считала все это сумасшествием. Теперь, глядя на эту девочку, которая искренне верила в то, что Бог есть и что Он может творить чудеса, Тамара готова была рыдать. Она обижала Дашу, даже унижала перед одноклассниками, но девочка все равно не побоялась прийти, узнав, что Денис в беде. Никто не пришел, а она пришла. И не просто пришла, а стояла и предлагала свою помощь. «Я не знаю, что мне делать. У меня нет с собой молитвенника. Я не поставила свечку за здоровье своего сыночка. Я не знаю, как мне быть. Если с Денисом что-то случится...» Расплакалась Тамара Викторовна, а Даша взяла ее за руку. «С ним ничего не случится. Бог его защитит. Просто попросите его об этом. Не нужны никакие молитвенники. Достаточно вашей веры. Поверьте в то, что Бог исцелит Дениса. Просто скажите ему все, что есть у вас на душе. Поговорите с ним, как со своим отцом, и он непременно откликнется. Все в ваших руках», — произнесла Даша и улыбнулась. «А я помолюсь вместе с вами, потому что в Библии написано, что где 2 или 3 соберутся, там будет Бог. Он быстрее услышит нас и откликнется на нашу молитву». Даша и Тамара Викторовна стали молиться, взявшись за руки, а вскоре к ним присоединилась и Елена, не в силах оставаться в стороне. Рыдая, Тамара просила Бога, чтобы, если он существует на самом деле, он помог Денису, потому что врачи лишь развели руками и сообщили, что они бессильны в этой ситуации, и сделали все, что могли. Не на кого было надеяться, но в такие моменты задумываешься о том, что Бог ведь вытаскивал людей из передряг, а если он делал это с другими, то чем хуже она, Тамара? Да, она не верила в его существование, всячески отрицала и обижала Дашу, но она готова была исправиться, понести вину за содеянное на своих плечах. Врачи стали бегать около реанимации, и Тамара взволновалась. Ей стало страшно, руки дрожали, ноги подкашивались, а к горлу подступал тошнотворный ком. А когда врач вышел и направился к ним, снимая маску, Тамара прислонилась к холодной каменной стене спиной и уставилась на него невидящим взглядом. «Ваш сын пришел в себя.
Состояние стабильное. Вы можете пройти к нему, но только осторожно. Не заставляйте его нервничать». Тамара посмотрела на Елену и Дашу и принялась рыдать. Она поблагодарила их и бросилась к сыну. Денис лежал на кровати и почти не шевелился. Но он смог выдавить улыбку. На следующий день, когда мальчик восстановился, он рассказал маме, что видел ангелов. «Они пели мне песню и просили потерпеть. Они говорили, что скоро боль пройдет, и я смогу вернуться к тебе». Тамара, в свою очередь, поведала сыну о том, что приходила Даша, и что она научила ее обращаться к Богу. «Быть может, она была права, и он на самом деле существует», – пожала плечами Тамара. «Он точно существует, мама. Он помог мне выжить». После того, как переломы на ноге и руке срослись, а Дениса выписали из больницы, они стали вместе с Дашей и ее родителями ходить в церковь. Там Тамаре понравилось. Ей казалось, что именно это она и искала всю свою жизнь, что именно этого ей не хватало. Перед Дашей женщина извинилась, и теперь она слушала девочку и больше не заставляла ее отрицать существование Бога, как и не запрещала своему сыну общаться с ней. Спасибо всем огромное за просмотр, лайки и комментарии. Не забудьте подписаться на канал и поделиться ссылочкой, если история вам понравилась. До новых встреч! Всего вам доброго!